Всем привет, друзья! Я уже давно проснулась, у нас замечательная погода, супер вообще классная, жарко даже дома, естественно, в кране течет горячая вода, ой, смотрите, как не видно, переливается море, не видно, ну ладно. Вот, я затеяла большую уборку, Алексей у нас уехал в машине свечи поменять, вот, и, как обещала вам, про душевую кабину. Ненавижу ее мыть, но, естественно, мыть приходится. Вот, душевую кабину мою вот таким средством. Немецкое средство. Это не реклама. Просто знаю, что будете спрашивать. Лучше... Такое же хорошее, как Sealit Bank, но значительно дешевле стоит, поэтому первый раз мы купили Sealit Bank, я его уже потратила, он у нас закончился. Вот, потом я заливала одну упаковку вот такого домола в Sealit Bank, и сейчас вот вторую упаковку буду тоже заливать. Как вы видите, здесь просто такая пластиковая пакетик, да, пластиковый с, ну, отверстием. Вот. И распылять, естественно, на душевую кабину намного удобнее вот из этого вот дозатора Sealit Bank'овского. Поэтому я сейчас перелью, все распылю, на некоторое время оставлю, а потом просто легким движением руки все будет идеально чистым. Санузел решила сегодня полностью весь выдрать. Что касается раковины, я тоже пользуюсь таким же домолом. Что касается унитаза, я показывала вам, пользуюсь вот таким черным утенком. Именно черным утенком. Вообще супер отмывает, я в восторге от него. Поэтому покупаю сразу с запасом. И вот эти запасы у меня приехали из России, я даже ничего не докупала. Вот три бутылочки. Также я развела здесь, хочу еще полы протереть. В общем, сегодня у меня большая уборка. Вот. И что еще хотела показать вам. Перчатки с такими темно-зелеными кончиками. Легко работаю, ну, легко можно что-нибудь в телефоне поклацать, потому что они чувствительные, короче, такие. Специальные, чтобы телефоном сенсорным пользоваться. Вот. Перчатки такие я покупаю уже второй раз. Первый раз в упаковке 2 пары. Первый раз одну пару я отдавала маме, вот, а второй раз купила и привезла обе пары сюда, в Турцию. Одной парой я пользуюсь для мытья газовой плиты, то есть на кухне она у меня живет, а вторую пару я использую, когда мою санузел. Вот, чем хороши, чем мне нравятся эти перчатки. Как правило, обычные перчатки покупаешь, если их хватает на 1-2 раза. То есть они рвутся очень быстро и уже вот начинают между пальцами просачиваться, да, вода. Руки становятся влажными, ну и это не есть хорошо, потому что контактируем с химией. Вот. Что касается вот этих перчаток, я вам честно скажу, первый раз, что я привезла в июне, я их не смогла убить, я их просто выкинула, потому что они внутри такое, знаете, напыление очень приятное, типа бархатное, что ли. Сейчас попробую показать. Вот, смотрите. Типа бархатного напыления, не видно вам, да? Ну, к сожалению. В общем, очень-очень приятное на ощупь рукам. И со временем это напыление начинает стираться, комковаться, вот. И перчатки еще не порвались, но я их уже выкинула, потому что внутри там уже был такой хлам. Вот. Привезла новые, пользуюсь. Теми перчатками я пользовалась полгода, то есть они неубиваемые вообще от слова совсем. Просто вот уже от старости их выкидываешь. Вот. И купила вот эти новые. Стоят они очень дорого, ну, относительно обыкновенных, раз в 10, наверное, дороже. Вот. Но, тем не менее, оно того стоит. Они и служат, понимаете, по полгода. Вот полгода я одной парой пользовалась. Санузел я мыла вот этими японскими перчатками, а на кухне я пользовалась обыкновенными. Вот так вот и продержалась полгода. А теперь купила и для санузла, и для мытья газовой плиты. Очень довольна. Это, еще раз повторюсь, не реклама. Просто знаю, что вы будете спрашивать. Вот такие японские перчатки. Вот. Кому интересно, кому надо, можете тоже воспользоваться. Но, еще раз повторюсь, стоят они дорого. Качество у них превосходное, но и цена у них соответствует. Вот. Никто просто так ничего в этой жизни не делает. Соответственно, я не помню точно, около
700 рублей вот стоят вот эти две пары. Вот. Учитывая то, сколько они служат, сколько ими можно пользоваться, цена, в принципе, адекватная. Потому что, например, обыкновенные перчатки резиновые, Аро, вот мы часто покупали в Метро. Обыкновенные перчатки 1, максимум 2. Ну и уже там правая рука быстрее протирается, уже на 3-й раз правый дырявый моешь. Левая нормальная, а правая уже дырявая. Ну, как-то так, в общем. Ладно, девчонки, сейчас я перелью вот это средство сюда и пойду взбрызгивать душевую кабину. Ну что, девчонки, акция «Дышим парами химии» объявляю открытой. Я все тут залила этим средством. Вот, оставляю на некоторое время, а потом... Ох, этот Миша, блин, перчатки мои тырит кулинарные и сюда таскает, играется. А потом будем с вами всю эту химию натирать до блеска. Вот. Мишины игрушки надо будет сейчас все выкинуть тоже. Ну что, девчонки, как будто стекла и нет. Надышалась я. 15 минут надышалась паром. И душевая кабина новая. Смотрите. Все, теперь меня ждет дома еще уборка. Фух. Короче, я не знаю, здесь в Турции, ну, не только в Турции, вода плохая. И перед тем, как мыть душевую кабину, она вся в этих каплях от воды. Вот. А после мытья как будто стекла нет. Видите? Все, я довольна результатом. Не зря 15 минут я тут дышала химией. Фух. Честно говоря, я еще даже не завтракала. Устала. Пойду позавтракаю, потом меня еще ждет уборка в доме. Главнее всего погода или уборка в доме. Не знаю. В общем, дома тоже грязно, надо убраться. Полы помою. Я вот этой шваброй, я ее люблю, потому что перед мытьем полов этой шваброй нет необходимости пылесосить, подметать и так далее. Потому что я в одном направлении все выметаю. И получается, я и мусор весь выгребла из комнаты, и влажную уборку сделала. Так что все, буду готовить обед. Алексей, говорю. Олег уже поставил суп разогреваться. Шурпа у нас сегодня с детьми. Сейчас я зеленушку с луком нарежу. Мы любим сверху шурпы класть зелень с луком. И будем с детьми. Дети будут обедать, я буду завтракать. А Алексей еще пока в Мерсине чинит машинку. Эти нам перчатки тоже мусор? Да. Ты мой сладкий танцор. Давай еще танцуй. Давай. Английский у нас такой веселый. Мишута, вставай, давай танцуй. Давай. Я уже убралась, устала, отдыхаю. В общем, что я вам хотела сказать. Настена обратилась к нам, они там заболели, чтобы мы купили им противовирусные, там от горла препараты. И знаете, каково было мое удивление, что в Турции 30 таблеток противовирусных, я не знаю точно, что за это самое, но это не наши какие-то, которые на слуху, ингаверин, нет. Сейчас я вам точно скажу. Какой-то Долорин Голд, вот, 30 таблеток, стоимость 29 лир, представляете? Ну, пусть грубо, если 30. Если мы грубо умножим на курс 6, хотя сейчас примерно 5,5 курс, 5,6 может быть. Если грубо на 6 возьмем курс, то получается на наши деньги 180 рублей. А то и даже меньше, потому что мы все округлили в большую сторону. Представляете? 30 таблеток противовирусных, 180 рублей. Стрепсилс, по-моему, 24 таблетки Леша мне написал, 45 лир. 45 лир, это на наши деньги, ну, примерно, наверное, как в России Стрепсилс стоит, насколько я помню. 40 это 240, и еще 5 это у нас сколько, Олег?
5 лир еще 30. 270 лир. 270 рублей примерно 24 таблетки стрепсился. Стрепсился. Синий кот. Синий кот, по-моему, 20 таблеток, 35 лир. Это на наши деньги, сейчас скажу, 210 рублей. 20 таблеток синекода от кашля, 210 рублей. Вот. Как по мне, так в Турции дешевле лекарства стоят. Так что вот так. Алексей свечи меняет в Мерсине, и сейчас ребятам заехал в аптеку, купил все, что им нужно. Сейчас домой поедет. Мишутке клей купил, нам на технологию нужно. И мне еще заедет пару помидоров на рецепт купит. Вот. Упала, если больше не кушай. И, собственно, все, едет домой. Время у нас уже 15 минут 6. Короче, ну, он, в принципе, не с утра пораньше поехал. Часов в 12 он поехал. И вот практически целый день возился с машиной. Но свечи поменять надо было. Слава богу, мы это сделали. Поменяли свечи, провода там какие-то. В общем, фу-фу-фу, вроде ровно, говорит, едет. Машина не чихает, дай бог, чтобы все было у нее хорошо. Вот такие у нас дела. Здрасте, скажи. Здрасте. Как ваши дела? Спасибо. Как ваши дела? Камера вот здесь, если что. Здрасте. Иди занимайся. Танцевать будешь на камеру? Нет. Нет? Тогда иди занимайся, все. Спасибо, что напомнила. Браво! Слушайте, друзья, время у нас уже много, да, Миш? Сколько время? Почти 4. Ой, почти 6. Почти 6. Смотрите, какая превосходная погода. Просто супер. Фу, кто-то курит. Кто-то курит, хотела сказать, как пахнет свежестью, но нет. Вот, но на улице так свежо, хорошо. Солнце уже садится, видите, все равно как красиво. Супер. Море такое сегодня спокойное, спокойное. Вообще неохота уезжать, вообще это самое. Сейчас пока финансы будут позволять, будем тут. Вот, в самый-самый крайний момент поедем. Может, дождемся купального сезона. Кто знает, как будет. В общем, такая здесь благодать, такая здесь умиротворяющая обстановочка. Это были самые-самые счастливые 8 месяцев жизни у моря. Рядом с турецкими друзьями. Вот. Такая красота. Прям хоть картину пиши, да? Очень красиво. Мне нравится. Кому даже нравится, ставьте лайк. Вот. А мы уже закрылись с детьми, потому что с балкона солнышко ушло, ну и уже кажется как-то вот некомфортно. Я халат свой намочила, пока душевую мыла, разложила его. Тут он на солнышке постоял, наверное, полежал, вернее, наверное, уже подсох. Но я пока не буду убирать его. Потому что я надела такую легкую туничку, и вы знаете, вообще не холодно. Пока не холодно. Миша ходит в кофте, я хожу в легкой туничке, вот с таким рукавом 3/4. И вот такой вот
Контраст у нас с Мишей, но тем не менее и мне комфортно, и Мише комфортно. Не надо, Миша, снимать, сейчас все равно уже будем одеваться. Дело идет к вечеру, время уже почти 6. Сейчас я буду готовиться к съемке рецепта. А сейчас я буду решать дуолинго и сделаю миллион себе корон. Потому что Ты у не меня- дуалинго, ты давай на отметку уже открыл? Поможешь, мам, мне? Нет, Это- нет. это Твоя? тут помоги, это тут Нет. помоги, я не понимаю это. Твоя отметка, нет, все. Нет, нет, иди решай, все это. 4 сегодня у него этот урок, у него в день по одному уроку, соответственно, ну, Миша, соответственно, он за сегодняшний день план 4-дневный выполнил. Вот, такими ударными силами мы посчитали с Алексеем, если он будет продолжать работать, то он до конца февраля весь год закроет. Да, мы с папой посчитали. А, мы будем ходить 3 раза в Макдональдс. Макдональдс ребенок ходит. Бедный ребенок. А потом можно будет, Миш, знаешь, что есть? Успокойся, слушай меня. А потом можно будет написать заявление, чтобы вернули деньги за апрель и май. И тогда надо будет Олегу продлевать, наверное. Олег, ты как, успеваешь до 1 мая? Я не знаю, как ситуация сложится. Сейчас, поскольку первая неделя учебы ситуация крайне нестабильная, то я могу там, шпарить, да? Угу. Но при этом но при этом я мало закрываю. Вот как. Но потихоньку я начал прибавлять обороты. Угу. Уже на момент съемки день недели пятница. Угу. И уже практически вся следующая неделя закрыта, но... 2, да, неделя этой четверти? Да, смотри, там есть некоторые предметы, такие как геометрия, какой-то эффективный курс, физика эффективный курс, да? Но я сейчас все объясню. Ты выбираешь, либо вот эти эффективные курсы ты делаешь, либо стандартные. Угу. Если ты делаешь стандартные, то ты эффективные поля с эффективными курсами можешь оставить пустыми, то есть не делать задания, да? И тебе ничего не будет. Ну, понятно. Ну, нам главное, чтобы тебе ничего не было, но была аттестация. Это самое главное. Да, да. Так что давай, стремись, работай, потому что я смотрю по Мишиным темпам, какими темпами сейчас он идет. Он до конца февраля может полностью весь год закрыть. Вот, если он это сделает, мы действительно напишем заявление, и нам за 2 месяца вернут деньги. Вот, и смотри по своей ситуации. Хорошо было бы, если бы ты уложился бы во все эти сроки, да, что у нас сейчас проплачено. Ну, да. Но если получится, что ты не уложишься, вернувшие Мишины деньги мы вложим в твои занятия и тебе продлим. Но рассчитывать на это не надо. Но я постараюсь. Я сейчас все равно выжимаю максимум. Да, так и делай. Папа пришел, да. Каждый день стараюсь. Привет. Привет. К молодежи заходил? Привет. Все лекарства отдал? Отдал. Молодец. На тебе. Умка. Михаилу клей купил. В общем, давай, Олег, тебе удачи, старайся. Спасибо, да. Давай, иди, Да. работай. А сейчас вот для чего эта штука? Мы думали, примерно пылесос. Как все хорошо, Алексей? Да, Почем помидоры? Не знаю, 13. Богатые денег не считают. 13, по-моему. Зачем это спрашивать вообще, сколько стоит, когда денег не считаем, да? 13,95, 14 лир килограмм помидоров на 8. На сколько ты купил? На 8? 72? На 8,72, короче, купил. Что это вы там кушаете одни в 2 лица? А? Все нормально. Да. А что ты говоришь, чем сегодня? Да, вот день разных занимался. Да? До вечера. Молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вас не Что ждали. вы кушаете? Это халва. Не пишешь мне? А что брата не зовешь? Наглый тип. М? Брат! Пошли! Кюрек, халвасы. Какое? Неплохо, да? Бери ложку.
Мне подсолнечное в России больше нравится. Ну, А это из чего? из этого, из тахина тоже. М, Костка, Ну так. известная фирма. Ничего, вкусно, но мне подсолнечное больше нравится. Сухо. Ну это самое. Что Скоро не ешь? приедешь, купим и сравним. Придется отсюда везти, как сравним, уже забудем. Конечно, везти с тобой. Конечно. Ой, прости, папа. Кстати, мы ни разу не покупали, да, такую халву здесь? Кто-нибудь может вспомнить, что мы покупали? А здесь нету этот подсолнечный? Нет, им всем вкуснее тахинные, мне тоже. Баку тахинная продавалась в таких железных банках больших. На которых вы потом на барабанах играли. Как датское печенье бывает в таких коробочках. И как была тахинная халва. А знаешь про водички? Очень, очень сухая. Ой. Вкусно же, да? Ел бы и ел. Значит, твердый. Если купили, надо срочно съедать. А то испортится, ты прав. Что-то страшное происходит. Не бойся. Оля взяла вот это. Это зрители мне так порекомендовали. Тут пекмес, да. И налила в него вот это, тахин. И получается у нее вот это. Какое это на вкус, мы не знаем. Вообще Ну, не попробуй представляем, что первая мама. получится. Сейчас будем... Это зрители порекомендовали, что тахинную пасту смешиваете с пекмезом, и получается очень-очень вкусная, полезная мазика. Я не уверен. Давай я попробую. I'm not sure. I'm later try. Сейчас хлебушка Оторвем ушко. оторвем, Съем да. ушко. Ну как? Ничего. Ну-ка, 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 ну-ка. Вкусно? А собачка выплевывала, да? Ну-ка, Миша сейчас пробует. Не распробовал. Вкуснее, чем халва, Миш? Не знаю. А хотя бы сладкая? Да. Где лапки мой, Мишаня? Да. Вкусно. Ну что, так, кладем нафиг телефон, пробуем.